пока однажды бог ветра случайно не убил его и из жалости наделил сверхспособностями и отправил в фантастический мир, полный опасных монстров. А также на постоянную работу няни и двух уродливых близнецов, о которых нужно заботиться. Но до всего этого бедный растерянный Такуми стоял перед богом ветра, который стоял на коленях и извинялся за то, что случайно убил его. Такуми был в полном замешательстве. Но, учитывая, что он был обычным неудачником в Японии, ему было все равно. Теперь, в новой стране Отелия, Такуми бродит по лесу со своими новыми сверхспособностями, а также с безумными чертами характера и предметами, избивая красных волков. Внезапно он натыкается на каких-то синеволосых детей за деревом, которые выглядят очень напуганными. Он пытается заговорить с ними, но они, похоже, не понимают, где находятся, и очень голодны, поэтому он дает им несколько огромных персиков, которые нашел в своем инвентаре. Как только они начинают есть, дети превращаются в обезьян и мгновенно съедают персики. Такуми быстро понимает, что их одежда довольно посредственная, поэтому он дает им новую, чтобы они выглядели круче. Такуми решает, что пора стать папой, и забирает детей, и они вместе идут по лесу. Вскоре они натыкаются на каких-то мобов-кабанов, похожих на НПК, и как только Такуми начинает использовать дзюцу, дети бросаются на кабанов и начинают их избивать. Через несколько секунд кабаны превращаются в пыль, и Такуми понимает, что у детей есть шанс выиграть соревнования сильнейших в мире, потому что они очень сильные. Такуми находит их милыми и решает назвать их Алан и Алина, учитывая, что один из них мальчик, а другой девочка. Когда наступает ночь, Такуми, подражатель Гордона Рамзи, достает из своего инвентаря еще немного еды и готовит им с детьми шашлык, а когда они заканчивают есть, решают лечь спать. На следующий день Такуми и его новые дети натыкаются на какой-то город. На входе в город Такуми быстро становится экспертом по лжи и начинает нести чушь стражникам, говоря им, что он из какой-то деревни и собирал травы. Стражники понимают, что они ничего не знают, поэтому главный стражник ведет их в комнату, чтобы они могли получить новые документы и подтвердить, что они не преступники. Войдя в город, Такуми и двое детей идут в церковь, чтобы Такуми мог поговорить с Селом и узнать, что ему нужно делать в этом новом мире. Сил сообщает ему, что он должен быть няней для этих двух детей, но ведет себя загадочно и отказывается рассказывать Такуми всю историю. Он также объясняет, что в этом мире 5 богов, а Марио Белла – богиня творения. Такуми снова почти ничего не узнал от этого мастера бесполезности, но решает, что все равно будет заботиться о детях. И он ведет их в таверну, чтобы они могли поспать в настоящей кровати, а не под каким-то деревом. Они идут в гостиницу, и дети никогда не были так счастливы за всю свою короткую жизнь. Они сразу же начинают прыгать на кровать. Но, учитывая, что они ростом около метра, у них не так много сил, поэтому они быстро устают и засыпают. На следующее утро Такуми и дети идут в гильдию искателей приключений, чтобы зарегистрироваться. Девушка в гильдии рассказывает им, как устроена жизнь искателей приключений в этом мире. Такуми, Алан и Елена регистрируются вместе и создают группу под названием «Белые крылья». Они сразу же идут посмотреть доступные квесты. И хотя Такуми уже видел, как они надирают задницы кабанам, он все равно считает, что дети слабые, потому что они все-таки дети, и они берутся за легкий квест по сбору трав. Через несколько часов они уже в лесу, и дети очень быстро начинают избивать слизней. К тому времени, как никчемный Такуми собрал всего несколько трав, абсолютные таланты Алан и Алина уже собрали 1 000 000. Они сразу же возвращаются и приносят кучу трав девушке, работающей в гильдии, чтобы получить награду. Как только они собираются получить награду, какой-то уродливый парень, настолько уродливый, что мог бы выиграть конкурс на самого уродливого, начинает болтать и говорить, что детям не место в гильдии, и дети сразу же начинают его избивать. Такуми приходится останавливать 2 маленьких чемпионов по боксу, чтобы они не убили парня, и дети начинают плакать, потому что думают, что их новоиспеченный папа сердится на них и собирается уйти. В это время в гильдию приходит рыцарь по имени Лоин и спрашивает, что происходит. Он начинает расспрашивать Такуми о том, как он оказался в такой странной ситуации с 2 случайными детьми, которые ему не родственники. Такуми объясняет, что нашел их в опасном лесу Гаи, и Лоин и девушка из гильдии поражены. Они предполагают, что детей могли подбросить торговцы, чтобы сбежать из леса. Лоин принимает это объяснение и видит, что дети очень спокойны и рады быть с ним. Поэтому он одобряет, что Такуми стал их новым папой.
В этот момент девушка из гильдии очень хочет заполучить навыки Такуми и его сочный товар. Она просит его продать его ей. После этого Лоин просит Такуми присоединиться к нему ночью и надрать задницы монстрам в лесу Гаи. Но Такуми очень напуган, потому что понимает, что он всего лишь искатель приключений Франга. Однако Лоину все равно, и он думает, что Такуми точно справится с лесом, потому что он уже был там и тоже убивал монстров. Пока Такуми переживает экзистенциальный кризис, Лоин идет к мастеру гильдии, чтобы рассказать ему о невероятном потенциале нового папы Такуми. Через месяц Такуми и его команда отлично справляются, выполняя по несколько квестов каждый день с выходным раз в 2 дня. Алан и Алина перестали быть отвратительными лесными детьми и научились хорошим манерам. Однажды за завтраком Такуми понимает, что хлеб на вкус как старая вонючая обувь, поэтому он решает пойти в пекарню и сам испечь булочки. Когда они приходят в пекарню, Такуми спрашивает пекаря и его дочь, может ли он сам испечь новые булочки с заварным кремом и пастой из красной фасоли, которые он достал из своего инвентаря. Пекарь понятия не имеет, что происходит. Поэтому Такуми включает режим Гордона Рамзи и объясняет, как их приготовить, и они все вместе начинают печь булочки. После небольшого волшебства и времени булочки готовы, и все в комнате начинают пускать слюни и есть их, как будто это самая вкусная вещь в мире. Пекарю так понравились булочки, что он сразу же попросил Такуми дать ему право продавать их и даже пообещал заплатить ему. Такуми говорит, что ему просто захотелось булочек, и он не собирается становиться богатым и знаменитым. На следующий день Такуми и дети идут в гильдию. И Такуми понимает, что стал немного менее бесполезным, и теперь у него 13 уровень. Девушка из гильдии говорит Такуми, что ему стоит попробовать пройти лабиринт, который по сути является подземельем с кучей монстров. Дети очень рады, потому что знают, что скоро будут сражаться с монстрами и идут в ближайшее подземелье с 15 этажами. Через несколько часов в подземелье они проходят первый этаж, а Алан и Алина ведут Такуми по подземелью как сумасшедшие. Очень скоро они натыкаются на случайного крота, и дети решают поиграть в ударь крота и мгновенно его убивают. Крот роняет добычу в виде кротового уса, который они подбирают на всякий случай. Они продолжают свое путешествие по лабиринту и решают закончить на этом. Конечно, самый бесполезный в мире искатель приключений, Такуми, сначала решает достать плиту и приготовить им еду, а потом они ложатся спать. Через несколько дней, пройдя несколько этажей, они находят потайную комнату с сундуком с сокровищами, который Такуми сначала проверяет, чтобы убедиться, что там нет ловушек. Внутри они находят 2 зелья, и в этот момент на них нападает огромная обезьяна. Для 2 маленьких Чаков Норрисов это не проблема, и они быстро расправляются с ней. Продолжая свое путешествие по подземелью, они сражаются со змеями и пчелами, и дети уничтожают надоедливых пчел. Очень быстро они понимают, что пчелы роняют мед, когда умирают, поэтому они убивают их, чтобы получить как можно больше меда, чтобы Такуми мог приготовить еще больше вкусной еды. Когда они собирают мед, он начинает готовить соусы, как настоящий Митчелл и шеф-повар, и делает потрясающие французские тосты, которые они все съедают. Спустя долгое время они наконец добираются до комнаты с боссом. И боссом оказывается какой-то бесполезный дождевой червь. Такуми расправляется с ним за несколько минут с помощью магии воздуха, которой его научила Сил. В следующей комнате они находят телепорт, чтобы вернуться домой, и несколько гранат в сундуке с сокровищами, которые дети решают использовать для игры в «Поймай». И у Такуми чуть не случается сердечный приступ. Наконец они выбираются из подземелья и видят огромного белого волка, который смотрит на них так, будто собирается приготовить им завтрак в своем 5-звездочном ресторане. Такуми использует свой небрендовый покедекс и понимает, что это животное на самом деле зверя с ранга, который заключил с ним контракт. Он сразу же думает, что за этим стоит Сил, и спрашивает зверя, так ли это. Волк ведет себя как милый песик, протягивает Такуми лапу и садится по команде. Дети очень завидуют, что внимание Такуми сосредоточено на собаке, и начинают вести себя как маленькие собачки. И они пытаются заставить Такуми попросить у них лапу. Вскоре они все начинают обниматься. И дети не могут нарадоваться мягкой шерсти собаки, поэтому они называют ее Джуэл. Такуми смеется над этим. И они направляются обратно в город, очень быстро понимая, что люди в их городе, скорее всего, обмочатся, если увидят огромного волка, гуляющего по городу. Поэтому он просит Джуэл спрятаться в его тени. Добравшись до города, Такуми идет в церковь, чтобы поговорить с Сил о Джуэл.
Но Сил злится и говорит ему, что на самом деле это бог воды подарил ему Джоэл в благодарность за заботу о детях. Сил начинает слишком много болтать и выдавать слишком много информации. Но Такуми довольно умен, поэтому он понимает, что дети как-то связаны с богом воды. Позже той же ночью они возвращаются в свою гостиницу, чтобы наконец поспать на кровати, а не на твердом полу пещеры. И они все решают спать вместе. На следующий день Такуми и дети находят огромного небесного тигра и громового ястреба, которые их ждут. И Такуми понимает, что это его призванные существа. Такуми придумывает им имена – тигровые лапы и ястребиный удар. Детям нравятся эти имена, и Такуми вспоминает, что Сил также положила в его инвентарь ошейники, которые позволят животным уменьшиться до милых дружелюбных размеров, чтобы люди в городе не испугались до смерти. Будучи ревнивыми маленькими сорванцами, дети тоже просят ошейники для себя. И Такуми понимает, что через несколько секунд он, скорее всего, окажется в тюрьме даже в этом мире, если он наденет ошейники на детей. Поэтому он достает пару милых ожерелий. Кроме того, он дает им небольшую сумку, которая служит небольшим инвентарем. Зайдя в город, Алина замечает маленький магазинчик, где продаются милые наряды. И они заходят туда. Такуми покупает ей кучу резинок для волос и покупает детям много новых нарядов. Позже той же ночью в постели Такуми думает, какой особенный подарок ему подарить Алану, раз он подарил Алине резинки для волос. Он начинает вспоминать, какие подарки он получал в детстве, но понимает, что в этом мире ничего подобного нет. На следующее утро, когда дети будут его, они начинают гулять по городу и встречают Лойна, который говорит им, что наконец-то пришло время отправиться на задание, на которое он уговорил его пойти раньше. В начале пути он встречает другого рыцаря, сэра Исаака Риснера, который тоже собирается присоединиться к ним в этом задании. Он сомневается в силе детей, и Лохан пытается убедить его, что они сильные, но дети вместо этого начинают его бояться. Они садятся в одну карету с двумя рыцарями, и как только они собираются войти в нее, Такуми и дети чувствуют на себе очень тревожный взгляд, но не могут понять, откуда он исходит. В карете они немного разговаривают, и все успокаивается и приходит в норму. Через некоторое время они наконец добираются до леса Гаи, и Такуми встречает всех остальных искателей приключений. Они начинают идти по лесу, и Алан и Алина, кажется, уже включили свои GPS-сканеры, потому что начинают рассказывать всем остальным, откуда появляются монстры. Вскоре монстры появляются именно там, где сказали дети, и это оказывается одинокий красный волк. Внезапно Алан и Алина вбегают и избивают волка до полусмерти, и все в шоке от того, насколько сильны дети, а он сам смущен их взглядами. Такуми говорит им, что они должны немного расслабиться и позволить ему совсем разобраться. Лойн подходит к Такуми, не понимая, что произошло. И Такуми напоминает ему, что эти двое детей избили уродливого и отвратительного искателя приключений в гильдии, когда он впервые их встретил. Лойн начинает думать о том, как дети вообще выжили одни в лесу Гаи. Вся компания продолжает свое путешествие. И вдруг дети начинают бегать и собирать какие-то травы, как настоящие чудаки. Такуми и Лойн пытаются объяснить детям, что им не стоит слишком много бегать одним. Но Лойн разрешает им это делать, если они смогут найти дорогу обратно. Через некоторое время они натыкаются на какой-то мох, который помогает от зуда. Исаак и Лойн начинают спорить, а Такуми и дети собирают весь мох. Спустя долгое время Исаак все еще читает Лойну нотации, поэтому Такуми решает прекратить их бесполезные споры и просит детей принести Исааку немного мха. Продолжая свое путешествие, вся компания встречает банду орков и начинает их избивать, как мокрый авокадо. Лойн очень подозрительно относится к тому, что Такуми такой сильный, ведь у него всего лишь ранг И. Он даже приказывает одному из других искателей приключений, Рудольфу, который является высокопоставленным искателем приключений, попросить мастера гильдии повысить уровень Такуми. Тем временем все думают, что это довольно странно, что они уже сразились с кучей монстров, хотя и не заходили глубоко в лес. Кроме того, появился только один красный волк, и они думают, что это может быть плохим знаком. Дети вспоминают, что на самом деле они супермассивные черные дыры, и просят у Такуми перекусить. И вся компания решает, что пора немного отдохнуть. Такуми достает несколько своих фирменных пирожных, и Лойн сходит с ума от них, потому что они стали очень популярны в городе. Лойн забывает о своих принципах и пытается украсть хлеб у бедных детей, но Такуми останавливает его и достает еще целую кучу пирожных, чтобы накормить всю компанию. Как только они заканчивают свою эпическую трапезу, они видят сигнальную ракету, летящую с середины леса. И они быстро отправляются на разведку.
Из ниоткуда Такуми вызывает мощный торнадо, и они с двумя детьми начинают двигаться со скоростью звука, практически телепортируясь в середину леса, прямо к случайным искателям приключений, сражающимся с большими плохими братьями красных волков. Кровавыми волками в мгновение ока Такуми достает крутой меч, и вместе с Алоном и Алиной они полностью уничтожают волков. В этот момент к ним присоединяется остальная часть их компании, и у Лойна чуть не случается сердечный приступ, когда он видит, что им удалось убить кровавых волков за несколько минут. Он говорит, что Такуми даже сильнее, чем он думал, и хлопает его по спине. Детям это, конечно, не нравится, и Исаак разрешает им надрать Лойну задницу, если он что-то заподозрит. Такуми соглашается и только просит их не бить слишком сильно, потому что он знает, что они в миллион раз сильнее Лойна. Обняв детей, они с Такуми понимают, что все еще чувствуют то самое тревожное присутствие, которое ощущали ранее в тот день. В ту ночь вся компания решает немного отдохнуть, и Такуми видит в этом прекрасную возможность показать всем свои кулинарные способности. Увидев, что рыцари кладут огромный кусок мяса в кастрюлю с водой и просто приправляют его солью, он достает свою верную кухонную утварь и начинает учить бедных рыцарей готовить. И в итоге они готовят потрясающее рагу для всех рыцарей. На следующее утро, накормив всех голодных, Такуми и компания продолжают свое путешествие по лесу. Они все еще обсуждают, что путешествие и появление монстров пока что были довольно подозрительными. Внезапно с дерева спрыгивает огромная змея и нападает на них. Рыцари пытаются сразиться с ней с помощью магии земли, но змея изворотливая и уворачивается от всего, как сумасшедшая. Такуми говорит Алине и Алану не вмешиваться в бой, потому что боится, что они пострадают. Парни из компании пытаются разрубить змею своими топорами, но у них ничего не получается. Такуми решает взять дело в свои руки и начинает резать змею своей магией ветра. Лойн атакует ее своим огненным мечом, но все это бесполезно. Алан и Алина, которые тоже совершенно бесполезны, запрыгивают на змею и начинают на ней кататься. Змея отвлекается и смотрит на них, как на два огромных протеиновых батончика. Это дает Такуми достаточно времени, чтобы ударить ее маленьким кинжалом, но они снова отвлекаются на странное ощущение взгляда. И змея съедает Алана и Алину. Такуми приходит в ярость и начинает метать в змею сюрикены, которые разрезают ее на мелкие кусочки. Однако все вокруг тоже начинает разваливаться, потому что магия Такуми, похоже, разрушила весь лес. Компания понимает, что змеиный яд стоит кучу денег и очень редок, поэтому они сразу же бросаются собирать его. Алан и Алина, с другой стороны, в полном порядке и, возможно, даже меньше пострадали, чем до битвы со змеей. Пока все празднуют победу над змеей, Такуми снова чувствует тревожный взгляд и впадает в ярость. Решив, что с него хватит, он находит парня, чей взгляд он и дети чувствовали все это время, и, не задавая вопросов, приставляет меч к его шее. Лойн приходит на разведку, и оказывается, что он знает этого парня, которого зовут Сасаджис. Рудольф тоже заметил, что он все это время смотрел на бедного Такуми с недобрыми намерениями. Однако оказывается, что этот парень просто очень скрытный и на самом деле просто злится на то, что Такуми проводит так много времени с Лойном, потому что он абсолютно в него влюблен. Исаак подтверждает, что он действительно гей, и Такуми немного ошеломлен. Бедный Лойн пытается объяснить, что ему нравятся девушки, но этого недостаточно, чтобы оттолкнуть Сасаджиса. Через несколько часов Исаак начинает извиняться перед Такуми за то, что они подвергли детей опасности. И Такуми говорит, что на этот раз простит их за их беспомощность. Вся компания практически умирает от голода, поэтому Такуми решает приготовить одно из своих классических оркских рагу. Все очень довольны и с удовольствием съедают его. И даже наступает ночь, пока они едят. Пока Такуми восхищается новыми навыками, которые он получил, Лойн подходит к нему и говорит, что они скоро покинут лес, и что Такуми сможет получить свои награды в гильдии, когда они вернутся. На следующий день в гильдии девушка приветствует его и сразу же начинает восхищаться всей новой добычей, которую он, должно быть, принес из леса. Но перед этим Такуми наконец-то знакомится с главой гильдии и решает повысить его в звании, потому что Лойн и все остальные его очень хвалили. Однако глава гильдии не знает, что делать с рангом этого парня, потому что он беспокоится, что некоторые люди будут очень недовольны тем, что два случайных парня получили высокий рейтинг. Такуми предлагает повысить их ранг до D, чтобы их группа в среднем получила ранг C. Этого достаточно, чтобы выполнять более простые задания.
Глава гильдии также дает Такуми ранг B, и после того, как они закончат, девушка из гильдии спрашивает о лабиринте и о том, удалось ли им его пройти. Такуми говорит, что да, и просит девушку сохранить это в секрете, хотя она немного взволнована тем, что они сделали это в рекордно короткие сроки. Она дает им награды за квест в лесу Гаи и, наконец, просит бедного Такуми отдать ей всю добычу, которую он собрал в лесу. Такуми отдает гильдии часть тела змеи и много добычи. И девушка чуть не взрывается от счастья. Эллен, Алина и Такуми понимают, что они очень устали от того, что последние несколько дней таскали за собой свою бесполезную компанию. Поэтому они идут в свою гостиницу, чтобы отдохнуть. На следующее утро Такуми расслабляется на поле, пока дети и животные весело бегают вокруг. Алан и Алина начинают говорить о том, как было бы здорово, если бы они могли разговаривать с животными, и Такуми тоже поддерживает эту идею и пытается придумать, как это сделать. Через пару часов Такуми понимает, что детям серьезно не хватает классического образования, поэтому он пытается научить их математике, заставляя их выполнять неоплачиваемую работу в виде подсчета всех денег, которые они заработали на своих заданиях. Дети быстро понимают, что обычная школа им не подходит, поэтому они решают немного прогуляться по городу. Хотя бедные дети думают, что им удалось избежать математики, Такуми ведет их к женщине, которая продает фрукты, и заставляет их купить их самим, устраивая им практическое тестирование по математике. Детям каким-то образом удается купить еду и получить сдачу, и они все идут в книжный магазин. Там Такуми узнает, что Сил добавил в свой набор навыков еще немного магии воды и пытается найти книгу, где можно научиться ее использовать. Пока он там, он решает, что сейчас самое время научить детей читать, и берет несколько книг, чтобы они могли попрактиковаться. На следующий день Алан, Алина и Такуми идут в гильдию, чтобы взять новое задание, потому что им надоело заниматься школьными делами. Они чувствуют, что им не хватает практики, поэтому берутся за простое задание найти потерявшегося черно-белого кота. После долгих поисков и встречи с миллионом разных кошек они наконец находят его за какими-то бочками. Такуми тут же достает из инвентаря немного молока и дает его милому котенку. Вернув кота хозяйке, девушка из гильдии говорит им, что у нее есть для них особое задание – отправиться в соседнюю деревню и надрать задницы оркам. После встречи с главой деревни он прямо говорит Такуми, что считает глупым, что город послал таких неудачников решать их проблемы с орками. Однако, понимая, что альтернативой будет то, что орки надерут задницы ему и всей его деревне, он соглашается на услуги Такуми, Алина и Алины. Дети, а также Джуэл и Болт начинают избивать орков, и почти все они погибают в первые 3 минуты пребывания в деревне. Такуми встречает огромного орка, которого сканирует своим дешевым покедексом и понимает, что это какой-то особенный король орков. Но это не мешает Алану и Алине сбить его с ног. После того, как они победили всех орков, Джул подходит к Такуми и начинает болтать. Такуми очень удивлен, и Джул объясняет, что он победил так много орков, что у него буквально из ниоткуда появились телепатические способности. Джул настаивает на том, чтобы называть его мастером, но Такуми это не нравится, потому что все в его жизни либо называют его мастером, либо братом, либо папой. И это очень быстро становится странным для него. Все соглашаются называть его Таку, и он чувствует себя довольным. Оказывается, у всех животных развилась телепатия, и они начинают радостно общаться друг с другом. Внезапно вся компания видит, что перед одним из деревенских домов начался пожар, и бесполезный старый Такуми решает проверить новую магию воды, которую он начал изучать прошлой ночью. Он готовится выпустить огромный водяной шар, но в итоге получается микроскопический атом водяного шара. Он решает, что это была случайность, и пытается снова, но получается еще более жалкий шар, чем в первый раз. В третий раз он собирает все свои силы и умудряется сделать не один, а 2 мега жалких водяных шара. В конце концов, полностью побежденный, он просто просит Джула потушить огонь. Когда они возвращаются домой и получают награду, Такуми понимает, что дети, должно быть, устали от учебы. Они избивали орков и гуляли. Но оказывается, что они хотят, чтобы он почитал им книжку с картинками. Он пытается объяснить им, что такое океаны рыбы. Но дети понятия не имеют, что это такое, поэтому на следующий день, проснувшись, Такуми идет поговорить с Айзеком и Лоханом и говорит им, что собирается ненадолго уехать из города, чтобы показать детям мир, который они еще не видели. Перед этим он прощается со всеми жителями города, с которыми они познакомились.
Сначала он прощается с девушкой из гильдии, и она чуть не плачет от радости, думая о новых редких материалах, которые они привезут из других стран. Такуми и дети также заходят в пекарню и дают им пару новых ингредиентов, чтобы хлеб оставался свежим. После этого Такуми ведет детей в магазин одежды и покупает им новые летние наряды. Прежде чем окончательно покинуть город, он идет в храм, чтобы поговорить с селом, и говорит ему, что тоже уезжает. Когда они уже собираются покинуть город, Такуми и дети встречают очень толстого придурка, который утверждает, что он их законный владелец. Он объясняет им, что выбросил детей из своей контрабандистской повозки в лесу Гаи, чтобы спасти свою жалкую задницу. Алан и Алина дрожат от страха. Такуми хороший парень, и даже с этим идиотом он старается вести себя вежливо и говорит ему, что Алан и Алина – его братья и сестры. Он быстро понимает, что, хотя в этой стране существует неоплачиваемый труд, у Алана и Алины нет таких отметин на теле. Толстяк продолжает болтать и кричать. И Такуми начинает думать, как стереть его уродливое лицо с лица земли. Ему удается успокоиться и защитить Алана и Алину, и в этот момент появляется патруль, и настоящие идиоты-полицейские пытаются исправить ситуацию. Толстяк все еще утверждает, что дети его собственность, и Такуми спрашивает у него доказательства того, что дети действительно его. Откуда ни возьмись появляются Айзек и Лохан, и толстяка тут же арестовывают. Они говорят, что готовы подтвердить, что дети и Такуми братья и сестры. Такуми говорит детям, что с ним они всегда будут в безопасности. И перед тем, как они наконец уходят, Айзек дает ему письмо, в котором приглашение на суд от лорда Бейли. Он говорит, что лично знаком с ним и что Такуми и дети могут прийти в его замок. Такуми и дети наконец отправляются на поиски океана, как и Рен, и сначала идут в лес. Там Такуми призывает всех животных, чтобы они быстрее добрались до места. Он поручает Болту лететь над ними на случай, если за ними кто-то погонится. Вскоре они встречают огромного окровавленного медведя, которого животные убивают без лишних вопросов. После этого они требуют от детей много ласки в качестве награды. Такуми, как настоящий родитель-бумер, очень беспокоится о том, что Джуэл и Фит играют с детьми после того, как только что загрызли огромного окровавленного медведя. Поэтому он накладывает на них очищающее дзюцу и легко их очищает. Через несколько часов они выходят из леса Гаи и решают переночевать. Когда их спрашивают, что они хотят на ужин, дети отвечают, что хотят кремовый хлеб, но Такуми не дурак и решает не давать им сладости на ужин. А вместо этого готовит им супервкусную еду, как Гордон Рамзи. Когда дети и животные засыпают, Такуми просто смотрит на красивое небо и думает о том, сколько времени прошло с тех пор, как он попал в этот мир, и вспоминает все, что с ним произошло с тех пор, как он здесь оказался. На следующий день они наконец добираются до океана. И первая реакция голодных Алана и Алины – попытаться съесть воду. Такуми пытается объяснить им, что она соленая, но ему было бы проще объяснить это Биг Маку, поэтому они все равно пробуют воду. И она им кажется отвратительной. Вместо того, чтобы есть, они решают, что играть в воде гораздо веселее, и к ним присоединяется вся компания животных. Такуми смотрит, как они беззаботно играют в океане. Он видит в океане девушку и сразу же придумывает разные идеи, поэтому подходит ближе, чтобы рассмотреть ее. Она оказывается огромной русалкой по имени Милона. Ой, я имел в виду Милену, и у Такуми чуть не случился сердечный приступ, когда он подумал о том, как выглядят ее ноги и плавники. Она называет его сэром Такуми и говорит, что ее послала найти его служанка бога воды, потому что они слышали, что он может помочь им решить проблему. Она даже знает, кто такие Алан и Алина, и они в шоке от того, что кто-то их узнал. Милена объясняет, что их деревня находится под водой, и Такуми очень боится, потому что он не умеет плавать, хотя ему уже 28. Вместо того, чтобы посмеяться над тем, что взрослый мужчина не умеет плавать, она дает им специальные браслеты, которые позволяют им дышать под водой и плавать без проблем. Они прыгают в океан, и им нужно немного времени, чтобы привыкнуть к воде. Но Такуми быстро отвлекается на то, что Милена еще более рыбья и чешуйчатая, чем он себе представлял, и начинает смотреть на нее как на животное в зоопарке. Ей, кажется, нравится наблюдать за животными в зоопарке, и она не возражает, поэтому они все отправляются в деревню русалок. После некоторого плавания Такуми начинает расспрашивать Милену о том, какие монстры там живут, потому что последнее, что ему нужно, это сражаться с кем-то, едва передвигаясь. Она говорит ему, что там не так много страшных монстров, только бесполезные, вроде песчаных крабов и акул-молотов.
Вскоре после этого разговора они встречают акулу молота, и дети делают вид, что забивают ее дома гвоздями. Они также встречают песчаных крабов, но дети быстро отправляют их в песчаные могилы. Немного поплавав, они наконец добираются до деревни русалок и смотрят, какая она красивая. Прежде чем отвезти их во дворец, Милена быстро показывает им причину, по которой их привели в деревню. Крошечный Титаник затонул прямо у входа в их коралловую ферму, и учитывая, что жители деревни русалок очень слабы, они до сих пор не смогли его убрать. Такуми, однако, обладает самыми могущественными способностями всех времен и просто засасывает лодку в свой инвентарь, решая их сложную проблему за несколько секунд. Из ниоткуда в пещеру приходит стая русалок и сразу же отправляется собирать кораллы, потому что они нужны для лекарств. Через некоторое время Милена наконец приводит Такуми и детей к верховной жрице, которая выглядит так, будто могла бы быть их мамой. Она приветствует их, и Такуми сразу же начинает благодарить ее за то, что она так по-королевски с ними обращается. Кажется, что у всех русалок не хватает мозгов, но они очень рады, что Такуми решил проблему с коралловой пещерой. Такуми, с другой стороны, немного паникует из-за того, что служанка бога воды, которая рассказала русалкам о Такуми и детях, раскрыла их личности и сказала слишком много. К счастью, верховная жрица уверяет его, что их секрет в безопасности. Однако она очень расстроена тем, что Такуми сказал, что он кажется очень добрым человеком. Ее советник Гальда говорит ей немного успокоиться, потому что Такуми немного смущен ее поведением. После того, как она изо всех сил пытается объяснить тупому Такуми, что на самом деле означает ее должность, она вспоминает, что, наверное, было бы неплохо наградить его за то, что он позаботился о корабле. Такуми, конечно, будучи скромным идиотом, пытается отказаться, но вдруг вспоминает, что эти водные существа могут быть именно тем, что ему нужно, чтобы исправить его ужасную магию воды. Поэтому он просит их научить Алана, Алину и его правильно использовать магию воды. Жрица соглашается, но говорит, что они сделают это бесплатно и вместо этого подарят им другой подарок. Они ведут их в огромную кладовую и показывают им невероятное количество крутого лута и тонну огромных кораллов. Оказывается, русалки на самом деле довольно глупы, и это их земля, потому что они понятия не имеют, что это за вещи и для чего они нужны. Они думают, что жемчуг – это случайные вещи, которые иногда приходится доставать из устриц, чтобы съесть. Как всегда, Такуми засасывает все в свой инвентарь, и дети решают переночевать в крутом подводном дворце. Позже, за ужином, выясняется, что, хоть русалки и не очень умны, они умеют готовить еду. После ужина Такуми ведет детей к окну, и они наблюдают за морской жизнью. Дети тоже не очень умны и не совсем понимают, что такое аквариум. На следующий день, когда они просыпаются, Гальда и жрица ведут их к случайному камню посреди океана, чтобы попрактиковаться в магии воды. Гальда очень быстро понимает, что они понятия не имеют, что такое мана и энергия, поэтому начинает с самых основ. Он переходит в режим аватара и начинает объяснять, что магия огня и воды – самые сложные виды магии, потому что на суше вы не будете окружены огнем или водой. А вот воздухом и землей вы окружены почти всегда. Такуми пробует магию воды и создает огромный водяной столб, пугая до смерти бедных Алину и Алана. Учитывая, что они совсем не понимают, что такое мана, он начинает с самого начала. Он говорит им искать тепло внутри себя, и им удается овладеть своей маной. Они берут немного воды в руки и уже могут делать водяные шарики, и у них получается гораздо лучше, чем у их бесполезного папочки Такуми. Когда они освоят основы, Гальда говорит им начать создавать водяные шарики и разрушать столбы вокруг себя. Все трое оказываются очень сильными и начинают разрушать столбы как сумасшедшие. Гальда и жрица оставляют их одних, и они тренируются в течение нескольких часов. Тем временем Сил очень злится на служанку бога воды за то, что она вообще рассказала русалкам о Такуми. Она начинает извиняться как сумасшедшая. И Сил все больше и больше ревнует к богу воды, потому что он, кажется, больше общается с Такуми. После того, как Такуми и дети закончили тренировку, из ниоткуда появляется огромный дракон Левиафан. Дракон небрежно заговаривает с Такуми и говорит ему, что Алан и Алина на самом деле дети бога воды. Такуми немного удивлен, а дракон не может поверить, что он еще этого не понял. Дракон говорит, что его работа – защищать их, и что он хочет заключить контракт с Такуми.
Такуми дает ему очень странное имя – Кайзер, чтобы он мог вызывать его, когда захочет. Контракт заключен, но внезапно дракон решает забрать бедных детей у Такуми, говоря, что он явно лучше сможет их защитить. Дети начинают плакать, как младенцы, и цепляются за ноги Такуми, не желая расставаться со своим новым папой. Как оказалось, дракон просто проверял их, и он оставляет их в покое, решив, что Такуми лучший папа, о котором только могли мечтать дети. Дракон очень впечатлен и говорит Такуми, что всегда готов дать совет, хотя он ничего не знает о том, как быть папой. Вдобавок ко всему, он дает им кусочек своей огромной чешуи, в которой заключена его магия, чтобы он всегда мог быть с ними. Он предлагает им подвести их обратно во дворец, и все трое наслаждаются прекрасным видом по дороге домой. Когда они наконец добираются до дворца и прощаются с драконом, дети хватают Такуми за руку. Они даже не подозревают, что их могли увести с собой совершенно незнакомый дракон. Вместо этого они просто говорят, что устали и проголодались, и возвращаются во дворец, чтобы поесть. Когда они входят во дворец, Милена и жрица радостно приветствуют их, зная, что с их появлением уровень интеллекта во дворце повысился. Дети чуть не проболтались, что возвращались на драконе, но Такуми быстро исправляет ситуацию, говоря, что это была рыба. Дети также говорят, что все было очень красиво, потому что они плыли сквозь огромное облако морского снега. Это было действительно красиво и искристо. Жрица и Милена приглашают их остаться на ночь, но Такуми и дети просто хотят поскорее уйти. Девушки неохотно соглашаются и дарят им прощальный подарок, а Такуми и дети отправляются домой. По дороге домой дети ловят несколько песчаных крабов и неожиданно натыкаются на скрытый подводный лабиринт. Поскольку им больше нечем заняться, они решают зайти и исследовать его. В первой комнате они находят устройство для телепортации, и Такуми догадывается, что, учитывая, что в лабиринте 30 этажей, на каждом 10-м этаже должно быть устройство для телепортации. Он думает, что 10 этажей будет достаточно, чтобы понять, что это за лабиринт, после чего они вернутся в город. Но перед этим Такуми вспоминает, что давно не переодевался в Гордона Рамзи и достает из инвентаря немного еды, чтобы они втроем могли перекусить перед тем, как отправиться дальше в подземелье. Поев, дети, как обычно, идут впереди и встречают по пути очень слабых существ, например, странных ядовитых лягушек, которых Такуми убивает одним выстрелом. Они идут по другим коридорам, и дети своими хитрыми носами находят секретную комнату. Зайдя в секретную комнату, они находят в сундуке целую кучу красных креветок, которые Такуми кладет в свой инвентарь. И они продолжают находить все больше и больше морепродуктов в каждом сундуке, который находят. После целого дня беготни они все очень устали и проголодались, и Такуми решает приготовить еду из кучи морепродуктов, которые они нашли по пути. После вкусного рагу из морепродуктов они решают отдохнуть и немного поспать. На следующее утро они просыпаются и продолжают свое путешествие по подземелью, но находят только бесполезных слабых мобов, например, случайных моллюсков. Дети хотят сделать то, что они всегда делают, и разбить их на кусочки. Но Такуми говорит им, что моллюски испускают особую ударную волну, которая разорвет их на куски, если они будут рядом. Поэтому дети решают использовать свое дзюцу с водяными шарами и полностью уничтожают моллюсков. Тем временем Такуми решает проверить, повысился ли уровень детей, и видит, что да. Он немного беспокоится, потому что они почти достигли его уровня. Убив моллюсков, дети находят хлопушку. Учитывая, что всего несколько месяцев назад они были дикими лесными детьми, они понятия не имеют, что это такое, и Такуми быстро показывает им, как это работает. Это их ужасно пугает. После этого они убивают еще несколько моллюсков и продолжают собирать хлопушки, думая, что однажды они могут пригодиться. Через некоторое время они добираются до 10-го этажа, где есть комната с мини-боссом. Такуми и дети заходят в комнату и сразу же бегут по довольно подозрительному мосту. Откуда ни возьмись, выпрыгивают очень странные остроконечные рыбы и начинают атаковать бедных детей, как будто завтра не наступит. К счастью, дети и Такуми делают свое дело и быстро уничтожают всех рыб, убивая более сотни за раз. Как только последняя остроконечная рыба встретила свой конец, в комнате появилась массивная дверь, и они смогли пройти дальше. Прежде чем пройти, они понимают, что с рыб выпало много добычи, которую они могут забрать. Внезапно Алан замечает что-то в воде. И будучи по-настоящему хорошим смотрителем, Такуми быстро осматривает воду и приходит к выводу, что они могут прыгнуть туда, и их не съест ни один монстр. На дне водоема они находят сундук с тем же браслетом для дыхания под водой, который Милена дала им при первой встрече.
и Такуми думает, что они должно быть гораздо более редкие, чем кажутся. После этого небольшого отступления они наконец проходят через дверь, находят телепорт и решают закончить на сегодня и отправиться в Бейли-Сити, куда их пригласил лорд Бейли, по словам Айзека. Через некоторое время они наконец добираются до Бейли-Сити и сразу же чувствуют себя голодными, как сверхмассивные черные дыры. Они находят на улице парня, который продает гребешки. Но Такуми не позволит такой пресной еде испортить ему день, поэтому он спрашивает парня, может ли тот приготовить свой собственный соус. Парень немного боится, откуда Такуми может достать соус, но соглашается. Такуми готовит соус из масла и соевого соуса для гребешков, и все просто сходят с ума от этого. Такуми отдает свой рецепт парню, который управляет магазином, и тот зарабатывает кучу денег, продав больше всего за всю свою жизнь. Такуми говорит ему, что ему придется самому найти больше соевого соуса, поэтому он сразу же собирается и убегает. Продолжая свое путешествие по городу, Такуми и дети натыкаются на кузнеца и отдают ему чешую дракона, чтобы узнать, можно ли из нее сделать что-нибудь поменьше. По сути, Такуми хочет сделать из чешуи ожерелье для себя и детей, и владелец магазина и его сын буквально сходят с ума, когда узнают, что это чешуя водяного дракона. Сын берет лист бумаги и набрасывает примерный рисунок того, как, по его мнению, может выглядеть ожерелье. Такуми это очень нравится, и они понимают, что оно будет хорошо смотреться только в оправе из какого-нибудь необычного материала, например, из мифрила. Затем Такуми спрашивает, можно ли сделать цепочку из кожи, но парень говорит ему, что это должен быть очень дорогой материал, называемый, конечно же, мифриловым паучьим шелком. Такуми небрежно достает его из своего инвентаря, и владелец магазина и его сын чуть не падают в обморок. Такуми также просит парня сделать еще два, одно для Алины, а Алан говорит, что ему понравится все, что парень решит сделать. Вдобавок ко всему он дает им еще несколько редких материалов, которые поражают парней в магазине, и просит их сделать ему доспехи и две нарукавники для него и Алана, чтобы Болт мог без проблем приземлиться на его руку. Через несколько часов они все идут в храм, чтобы Такуми мог поговорить с Силом. Он говорит ему, что они добрались до Бейли, и спрашивает, что делает настоящий отец Алана и Алины и где он сейчас. Сил просто молчит, и Такуми понимает, что это секрет. Внезапно он начинает поздравлять Такуми, говоря, что тот наконец-то стал его учеником. Но Такуми это не особо волнует, потому что Сил дает ему титул наставника и учителя. Такуми начинает смеяться, потому что Сил настолько бесполезен, что даже у его собственного ученика есть символ, связанный с другой богиней. Сил начинает говорить, что это действительно плохо, что у него есть благословение богини-создательницы Марианолы, а не крутой символ, связанный с ветром. Сил также говорит ему, что из-за своей глупости он забыл дать ему несколько крутых вещей от бога огня, потому что был так счастлив, что блюда, которые готовил Такуми, распространились и в других странах. Поскольку готовка всегда была его делом, Такуми решает, что Сил ему надоел, и прощается с ним, отправляясь с детьми искать гостиницу на ночь. После того, как они уходят, Сил начинает чувствовать себя виноватым из-за того, что не сказал Такуми, что Алан и Алина родились от случайного союза Вендела, бога воды и женщины из Ателии. Когда она родила их, он вспомнил, что забыл купить молоко и просто вышел из чата, чтобы создать еще детей. Его размышление прерывает Сал, который говорит, что даже даст Такуми несколько контрактных зверей. На следующий день Такуми и вся компания животных и детей идут на пляж, чтобы повеселиться и попрактиковаться в своей слабенькой водной магии. Внезапно к ним подходит огромный огнедышащий лев, и вместо того, чтобы испугаться, Такуми понимает, что это должно быть контрактный зверь, которого прислал ему Сал. Должно быть, он все еще думает о математике, которую преподавал детям, потому что Такуми решает назвать его Вектором. Вектор довольно спокойный парень, и он сразу же немного уменьшается, чтобы Алан и Алина могли с ним поиграть. Такуми говорит другим животным, что они тоже должны быть его друзьями, и они все начинают играть на пляже. Чуть позже, когда они играют в мяч, вместо того, чтобы бежать за мячом, Вектор бежит через весь пляж и приносит им случайно найденную женщину в костюме горничной. Такуми начинает паниковать, думая, что это он ее убил, но быстро понимает, что она была без сознания, когда он ее нашел. Он использует навык осмотра и понимает, что она вампир из расы демонов. Такуми помнит, что к расе демонов относятся так же, как и к любой другой расе в Ателии. Это значит, что она не будет враждебно настроена по отношению к ним, когда очнется. Пока он думает, что с ней делать, Алан и Алина начинают тыкать в нее, и она едва может сказать, что очень голодна. Она и не подозревала, что наткнулась на человека, у которого в инвентаре целая куча еды, поэтому он достает рисовые шарики, и они все быстро их съедают.
Она тут же начинает вести себя глупо и сует свой нос туда, куда не следует. Спрашивает Такуми, не отец ли он детям, и говорит, что ей просто нравится узнавать секреты людей, потому что они шпионы. Она говорит им, что направляется в город Альберт и что он, тупица, забыл взять с собой еду в дорогу. И вместо того, чтобы вернуться за едой, она решила продолжить путь и добраться до города пешком. Это привело ее на пляж, где она упала в обморок из-за нехватки питательных веществ. Такуми не может поверить, что такой глупый человек вообще существует, и она продолжает объяснять, что ей нужно было расследовать историю одного королевского парня и его жены. И оказалось, что он прятал в особняке простолюдинку. Дети приходят в ужас, когда слышат это, и Такуми быстро напоминает им, что они даже не знают, что это значит. Она продолжает объяснять, что у королевского парня не было никаких грязных намерений по отношению к девушке и что ее проникновение в особняк было совершенно бессмысленным. В благодарность за еду она дает Такуми 2 бутылки очень сильного афродизиака, уходит и больше ничего не объясняет. Дети тут же спрашивают Такуми, что значит слово «папа». Он начинает нервничать, не зная, что сказать, и спрашивает их, знают ли они, что такое отец. Думая, что они могут знать, что это такое, ведь они все время называли его своим старшим братом. Они понятия не имеют, что это значит, и называют его так только потому, что люди в городе думают, что он их брат. Однако дети, похоже, знают, что они брат и сестра, так что у Такуми еще есть надежда. Он пытается объяснить им, что такое семья, мама и папа. И единственное, что дети понимают из всей этой ситуации, это то, что рождение – это круто. И они тут же возвращаются к игре с животными. Такуми вздыхает с облегчением, что они ничего не спросили о своих родителях, но понимает, что однажды они это сделают. На следующий день они решают пойти в гильдию этого города и посмотреть, какие там есть интересные задания. Девушка, работающая в гильдии, очень удивлена тем, что он авантюрист, и начинает болтать о том, что он нашел скрытый подводный лабиринт, что привлекает к нему и детям внимание всей гильдии. Он пытается попросить ее не привлекать внимания, но она не может перестать кричать и болтать. Через несколько минут Такуми, дети и девушка оказываются в кабинете главы гильдии, и девушку жестоко наказывают за то, что она рассказала всем личную информацию Такуми. Такуми рассказывает им еще немного о подводном лабиринте и о том, как туда попасть. А глава гильдии удивляется, как им удается задерживать дыхание, чтобы туда попасть. Такуми решает ничего не говорить о браслете русалки, потому что это вызовет кучу вопросов, и просто небрежно говорит, что у него аномально большие легкие. Хотя он даже плавать не умеет без магии. Такуми хочет отдохнуть с детьми, но глава гильдии говорит ему, что завтра им нужно будет встретиться с лордом провинции. Учитывая, что они все равно собирались к лорду, Такуми и дети идут к нему на следующий день. Оказывается, Айзек – младший брат лорда Седрика. И они очень похожи на Алана и Алину. Дети говорят, что Седрик очень похож на Айзека, и Седрик вспоминает, что давно не видел своего брата. Седрик ведет их в огромную гостиную, и слуги начинают готовить чай. Дети видят, что из комнаты за ними украдкой наблюдают другие дети, и Седрик говорит им, что это его феи, которые живут с ним. Такуми начинает рассказывать, что они делали в лабиринте и как его нашли, чтобы команда Седрика могла пойти и посмотреть, что там. Оказывается, в этом мире подземелье – источник огромных денег, и многие авантюристы ходят туда, чтобы добыть редкие предметы, связанные с едой, и открыть рестораны. Экономика также процветает на территории, где было найдено подземелье, поэтому Седрик и его слуги очень рады, что на их территории нашли еще одно подземелье. Они все пьют чай, и Такуми понимает, что Сил постоянно за ним наблюдает. Такуми продолжает расспрашивать Седрика о том, как дела у команды, которую он отправил в подземелье, и тот говорит, что пока все хорошо. Седрик даже предлагает Такуми медаль, но Такуми, будучи тем анонимным придурком, которым ему нравится быть, вежливо отказывается и даже пытается заставить Седрика не называть имя того, кто нашел лабиринт. Седрик говорит ему, что он напишет отчет королю, и с улыбкой протягивает ему медаль, от которой Такуми чуть не обделался. Седрик начинает злиться и хочет наказать сотрудников гильдии за то, что они постоянно болтают о личной информации Такуми. Но Такуми каким-то образом удается успокоить ситуацию. Тем временем дети начинают извиняться друг перед другом. Учитывая, что один из сотрудников гильдии только что чуть не целовал ботинки Седрика, пытаясь избежать наказания.
Седрик смущается из-за того, что Такуми и дети долго не приходили в особняк. Но дети объясняют, что они были на море, и даже такой странный парень, как Седрик, не смог сдержать улыбку, глядя на их милые мордашки. Чуть позже они все идут обедать и знакомятся с семьей Седрика. Оказывается, феи, которых они видели раньше, это его сыновья, Теодор и Леди. Алан и Алина очень стесняются, потому что никогда раньше не встречали никого своего возраста. Они начинают обедать, и Такуми удивляется, что еда такая вкусная. Несмотря на то, что повар использует только соль. Седрик говорит, что Айзек прислал ему письмо, в котором хвастался новыми видами хлеба, которые запатентовал Такуми. Он говорит, что некоторые из них, которые легко приготовить, попали и в Бейли. Седрик очень не хочет, чтобы его брат был лучше него, поэтому он даже предлагает Такуми награду за то, что тот расскажет ему рецепты хлеба с кремом и пастой из красной фасоли. Теодор и Леди тоже очень хотят попробовать, но у Такуми недостаточно ингредиентов, и он решает вместо этого приготовить желе. Учитывая, что люди в этом мире едят песок и считают это сытной едой, они очень рады желе. Он дает им немного желе, и они тут же его съедают. Однако, когда Такуми говорит им, что оно сделано из слизи мобов, они почти хотят выплюнуть его, но все равно не могут отрицать, что оно очень вкусное. Седрик, хитрый маленький ублюдок, тут же хочет похвастаться перед братом, что съел то, что приготовил для него папа Такуми, чего даже сам Айзек еще не пробовал. Седрик даже предлагает купить у него рецепт и начать продавать желе в своих магазинах, даже вынашивая план по разведению слизней. Дети идут играть вместе и веселятся весь день. На следующее утро, проснувшись, Такуми и дети идут поговорить с Седриком, и он, кажется, читает ответ Айзека на его письмо, в котором тот хвастается желе. Внезапно Такуми понимает, что Айзек всегда дразнит бедного лохана, потому что Седрик дразнил его, когда они были маленькими. Тем временем в городе Шерин Айзек читает письма брата и молчит, потому что очень рад, что Такуми приготовил желе для его брата, и даже удивлен, что Такуми тоже нашел лабиринт. Они понимают, что ситуация может обостриться, поэтому им нужно как-то лучше скрывать его личность, потому что Такуми очень быстро привлекает к себе внимание. В конце очень серьезного разговора Айзек начинает болтать о желе и о том, что очень хочет его попробовать. В то же время Такуми, дети и Седрик, одетый в костюм, идут на городской рынок, чтобы осмотреться. Седрик хочет показать им очень популярное блюдо, которое нужно долго ждать. Алан и Алина видят, как Седрик держит своих детей за руки, и начинают уговаривать папу Такуми сделать то же самое. Тем временем они наконец добираются до прилавка с едой. Оказывается, это блюдо, которое Такуми сделал в миллиард раз популярнее, добавив в него соевый соус и масло. Такуми объясняет ничего не понимающему Седрику, что такое соевый соус и как его получить, и они продолжают исследовать город.